вот вас хочу спросить, вы хотите вернуться на Украину? И в какую бы вы хотели вернуться в страну? Все-таки вы были кандидатом на пост президента Украины. Вы любите эту страну. В апелляционной инстанции утвердили 12 лет за измену Родины. Я никогда, будучи советским человеком, мальчиком, я не мог себе представить, что меня когда-нибудь осудят по такой статье «Измена Родины». Для Родины мы были готовы тогда все умереть за Родину. Генеральный прокурор требовал пожизненного, суд дал 12 лет. Мне друзья советовали и включиться в этот процесс, который был. Но я почитал, в чем меня обвиняют, и написал себе в телеграм-канале: со всеми обвинениями согласен. Я действительно преступно призывал к федерализации. Это начало 2014 год. Я выступал за силовой разгон Майдана. Меня там обвиняют в том, что я требовал и выступал за то, чтобы русский был вторым государственным языком. Я действительно это делал, я собирал подписи, я выступал по телевидению. Как бы я мог поручать юристам включаться в процесс и доказывать, что я этого не делал, если это действительно все делал. Поэтому, конечно же, я бы хотел вернуться в Украину, но в такую Украину, которая была раньше, в ту, которая сейчас, вернуться невозможно. А можно было на тот момент как-то помирить Восток и Запад? Во время Майдана я зам руководителя правящей фракции, меня попросили, я фактически выполнял функцию руководителя фракции. Потому что меня руководитель фракции, специально вызвали меня из Днепропетровска, и Олег знали, как я по первому Майдану, как я активно работал. Я фактически организовывал все этот антимайдан и все, что было связано с сопротивлением. Я работал с СБУ, я работал с милицией, ко мне стекалась вся информация, ходил на все совещания, получал закрытую информацию. Как работали послы, посол Европейского Союза, посол США, посол Великобритании, посол Польши, они просто проделали колоссальную работу. Когда начался Майдан, мне было очевидно, что это антироссийское. Это не для Украины вообще. Это история не про Украину, это история про Россию. Можно поднять мои эфиры, я приехал в Россию, я говорю о том, что, слушайте, там катастрофа, мне говорят, не буду называть политиков, которые там участвовали в этом эфире, мне начали говорить: слушайте, ну это эти все ваши дела, и вы там разбираетесь в себя там, а мы вам будем газ поставлять. Будете себя хорошо вести, со скидкой будем поставлять. То есть Россия долгое время думала, что она не вмешивается и не вмешивалась в дела внутренней страны, а получилось? Да, не вмешивалась никоим образом. В тот момент времени, даже если бы во Львове провели референдум, вот у меня нет сомнений в том, что большинство населения проголосовало бы за присоединение к Российской Федерации. Но время, к сожалению, было упущено. Она была упущена многократно. На протяжении всей независимости Украины никто с Украиной нормально не работал. Работали с элитами, с бизнесменами, работали с политиками, но не работали с населением, не работали с народом. Если вы вспомните, то была уникальная ситуация при избрании Зеленского. Долгое время не было даже посла Соединенных Штатов в Украине. Украина была токсичная страна для Байдена. Там был скандал, связанный с его сыном, с Бурисмой, и со взятками, коррупцией. И все старались в Соединенных Штатах поменьше контачить с Украиной. И потом избирается Зеленский. На смену Соединенным Штатам в Украину приходят англичане. Они открыли свое представительство, они начали работать очень серьезно. И только потом где-то
Там, когда стало понятно, что вот СВО, что война, что Украина объект мировой политики, это действительно так есть. Украина очень небольшая страна с очень небольшой экономикой, сейчас играет такое значение во всем мире. И тогда Соединенные Штаты начали включаться по полной. Но для них основная цель — это Китай. Основное противостояние с Китаем. И этот эпизод, который возник с Украиной, ее надо каким-то образом там, завершать или понимать, подводить итоги, посмотреть, куда оно вырулить и заканчивать. Начали вы так говорите, британцы. А в чем их интерес конкретно? Это известная вещь, это их проект «От моря до моря». Все их могущество, оно основано на контроле торговли. Для нас, для русских, сейчас Великобритания главный противник, не Соединенные Штаты. Соединенные Штаты постольку-поскольку. Хочу спросить про возможность физического устранения Зеленского, если он будет не устраивать там британцев, американцев, допустим. Или разведка не пойдет на это грязное дело? Или наоборот пойдет, но обвинит нас опять? Слушайте, зачем? Он артистичен, он хорошо выступает, он хорошо выглядит перед камерой, он выполняет все задачи, которые перед ним стоят, зачем его устранять. Он достаточно харизматичный, выглядит хорошо, говорит все правильные вещи, которые от него ждут и Великобритания, и Соединенные Штаты. Зачем его менять? Да, у него есть там коррупционеры. Да, они знают об этом. Зеленский, при всем комичности его образа сценического, это достаточно жесткий руководитель. Он такой маленький диктатор был у себя в 95-м квартале. Деспотичный руководитель. И мы сейчас наблюдаем Зеленского, как он был у себя в 95-м квартале, такой же он сейчас. Украинская таможня, не считая черных схем торговли оружием, наркотиком, только белые схемы — это занижение цены и недекларирование товаров приносило не меньше, в самом худшем случае, $1,5 миллиарда в год каждому президенту. Это минимальная сумма, которую приносила украинская таможня. И зарабатывали все. И Ющенко, и Янукович, и Порошенко, и сейчас зарабатывает Зеленский. А еще гигантское количество других схем, которые позволяют зарабатывать. Речь идет о миллиардах, о десятках миллиардов долларов. Он очень богатый человек. И ни у кого из них дети не воюют. И родственники не воюют. Ни у кого из команды Зеленского, которая находится у власти, никто не воюет. Никто не погиб. Воюют только простые люди. Простые люди убивают друг друга и погибают, а очень ограниченное количество людей зарабатывают. Хочу вас спросить про судьбу Зеленского. Что ждет этого человека в будущем? Потому что не получится ли так, что когда закончится спецоперация, он окажется, так как у него британские паспорта, как говорят, у него много денег, как говорят, не окажется ли он, что где-то на островах с коктейлем и как бы ни при чем? Жизнь крайне несправедливая штука. Все украинские президенты, за исключением Кравчука и Кучма. Кучма заработал для своего зятя Пинчука, сделал из него миллиардера. А все остальные миллиардеры, мультимиллиардеры. И у него джекпот. Он при власти, он зарабатывает гигантские деньги, и он обеспечил детей своих детей и детей тех детей, которые родятся от его детей. Он, это, как говорят, обеспеченный человек. По-настоящему обеспеченный человек, который может обеспечить детей и детей своих детей. Род обеспечить свой, да? Да. Я думаю, что у него будет все хорошо. У него паспорта, я уверен о том, что Великобритания выдала для членов его семьи, его команды
паспорта, потому что иначе бы он бы не подписывался в эту всю игру. Ответственность перед Богом, а в жизни у него все будет хорошо. Почему Зеленский поступает все время очень жестко с тем, чтобы продолжались военные действия, просит оружие, категорически отказывается от переговоров? Потому что как только закончится война, Украина окажется в ситуации, когда Соединенные Штаты никогда никого не восстанавливали. Ну что, они Афганистан, Ирак восстанавливали. И они этим не занимаются. Уже прошли те времена, когда восстанавливали Японию, Германию после Великой Отечественной, Второй мировой. А сейчас уже не восстанавливают. Украина будет разрушена.